Найти локацию в Москве без стройки – это целая история, и более-менее какой-то тишины можно найти только в парках, хотя нам надоедает снимать в парках, иногда хочется какого-то более урбанистического вида, но просто без вариантов. Мы только что вообще сегодня хотели снимать УГС-2, но там какой-то адский бур. Бурит, знаешь, он вбивает столбы, бьет, и, в общем, это все безумно. Пришлось ретироваться к Музеону. Но это так, предисловие, какая-то боль ютубера в Москве, когда не хочешь сидеть дома только снимать. Вообще, сегодня хотели поговорить про риги для камер, почему они нужны видеографам. И ведь, когда об этом думаешь, то понимаешь, что видеосъемка – это решение очень разнообразных задач. От съемки к съемке тебе может понадобиться совершенно разные приспособления, и ни одна камера из коробки к этому не готова. Даже видеокамера, не говоря уже о фотокамерах, с которыми большинство из нас работает. Надо крепить микрофон, монитор, кому-то SD-диски, ручки всевозможные для разной работы с камерой, потому что ты постоянно с ней двигаешься, штатив. И, в общем, сделать это все комфортно можно только при использовании рига. Мы пару месяцев назад поменяли камеру, купили FX30 и вот наконец-то обзавелись ригом. И сегодня покажем, как он выглядит, почему мы выбрали такой и какие задачи решает. Вообще на рынке существует несколько брендов, производителей ригов для камер. Но наш риг будет от Tilty. Я не могу сказать, что этот бренд какой-то особенный и выделяется от остальных. Нет, просто у него немножко другой дизайн. И нам просто эстетически нравится Tilty больше. Они как-то больше заморачиваются на детали, и мы выбираем именно эти риги. Конкретно наш будет состоять из нескольких частей. Клетка второй версии. Базовая площадка из двух частей и направляющие. Верхняя ручка и компендиум. Для начала прикручиваю верхнюю направляющую. Вообще причина, почему мы выбрали именно этот риг, это его модульность. Хочешь, используй только верхнюю площадку, хочешь половину клетки. Или весь обвес, как это делаем мы, ведь все же он очень легкий. Сама клетка имеет 3 точки крепления к камере. Внизу фирменный ключик на магните. Это очень удобно. Также в комплекте есть держатель для HDMI провода. Мы сегодня без монитора, но все же решили его вам показать. Одеваю верхнюю ручку. Наша очень легкая, залетает в NATO-Rail без дополнительных болтов. Дальше собираю платформу. Соединяю две части. Одна встает на камеру через аркосвиз крепления. Вторая будет держать направляющий. Следующий шаг — это компендиум, или, как мне более привычно говорить, Matchbox. Сначала переходное кольцо, потом одеваю сам Matchbox. Для надежности и большей стабильности конструкции использую крепления, которые одеваются на направляющие. Заглушку меняю на переменный ND фильтр. Сетап готов. В таком риге очень удобно снимать с рук.
У меня есть переменный НД отличного качества, с хорошим ходом кольца и большим диапазоном. А верхняя ручка позволяет не только снимать с низкого ракурса, но и двигаться. Использование рига сделает вашу работу с камерой гораздо более комфортной. Вы сможете правильно подготовиться к определенному типу съемок. Например, верхняя ручка – это очень комфортная работа с камерой в руках. Вы сможете быть очень подвижными. Все-таки в видеосъемке важно продумывать то, как вы будете работать с камерой. Но, конечно, нельзя отменять того факта, что в риге в таком обвесе камера выглядит просто более профессиональной, и на нее прям приятно посмотреть. Конечно, вы не должны использовать постоянно такой масштабный обвес или вообще за счет вариативности огромного количества аксессуаров у всех, в общем-то, брендов основных, которые делают риги. Вы можете собрать что-то, что подходит именно вам, что сделает вашу работу в зависимости от типа ваших основных съемок, сделает ее максимально комфортной. Мы снимаем себя просто. Нельзя? А мы на территории? Мы вроде не на территории. Хорошо. Ладно, спасибо. Сейчас уйдем. Посидеть тоже нельзя? Хорошо, сейчас уйдем.